Дарья с мужем жила на съемной квартире в Барановичах, думая о покупке своей в этом же городе. За 3 месяца до рождения дочки супруги осуществили свою мечту и в турборежиме сделали ремонт за $11 тысяч, чтобы уже новым составом въехать в собственную квартиру. По словам Дарьи, хоть и квартира была страшная, в ней царила какая-то аура. Пара понимала, что это именно то жилье, которое им нужно. Изначальная стоимость была $18 тысяч, но супругам удалось сбить цену до 16, так как состояние у квартиры было плачевное. Плюс первый этаж и без балкона. Ремонты начали делать сразу же, как только получили ключи. Демонтаж перегородок и старых полов делал муж Дарьи и его отец, а на выравнивание стен и укладку плитки нанимали рабочего. Также приглашали сантехника, электрика и мастеров по установке натяжных потолков. Ремонт семья сделала всего за 3 месяца, с момента получения ключей до въезда в квартиру. Во всей квартире заменили электрику, так как старая вышла из строя. Проблем добавил еще первый этаж, так как в доме нет подвала и все трубы проходят под полом нижних этажей. Залить его стяжкой, как изначально планировалось, оказалось невозможным. Пол в квартире был сделан из досок. В спальне, коридоре и зале их оставили, на кухне доски полностью прогнили. Вообще с кухней и ванной было очень много проблем, потому что там следовало уложить плитку. Для ее укладки нужна была стяжка. Также супруги думали, как закрыть каналы так, чтобы стяжка не залилась внутрь. Когда сенажной плиткой закрыли новые каналы, то сверху положили баннер, чтобы стяжка не приклеилась к плитке. Если случится казус, то нужно будет разбить сухую стяжку и затем поднять баннер, то есть к трубам опять есть хороший доступ. Спальня оказалась самой простой, не считая того, что там было 2 дверных проема. Супруги их заложили и вырезали новый. Окна в квартире не меняли, но установили новые подоконники. Одну стену зашили пенопластом и армирующей сеткой ради шумоизоляции, но толку, как оказалось, от этого никакого. Также выравнивали стены и переносили трубы на кухне, сантехнику меняли местами. Самым сложным в ремонте оказался санузел. Его площадь всего 3 квадратных метра, а нужно было разместить ванну, раковину и стиральную машину. В итоге за вечер решили перенести дверной проем на другую стену. Все старые трубы заменили на полипропилен. Дарья считает, что сэкономить можно практически на всем. У них бюджетная кухня не под заказ. Девушка собрала ее в онлайн-конструкторе, а потом супруги пошли в тот магазин, где им понравились фасады. Также хорошо сэкономили на том, что заказали все люстры, светильники и смесители на AliExpress. Изначально пара планировала установить бюджетную входную дверь, но их отговорили. На первом этаже хорошая слышимость. Дарья говорит, что двери нужно было брать еще в 5 раз дороже, так как от шума на первом этаже спасла бы только такая. В итоге была установлена хоть и не дешевая дверь, но все равно в квартиру проникает шум из подъезда. На ремонт семья потратила $11 тысяч с учетом цен на 2020 год. Сюда вошли расходы на материалы, оплату труда рабочих, мебель, технику и декор. Итак, друзья, напишите в комментариях, какие минусы, а может быть и плюсы квартиры на первом этаже вы знаете. Будет интересно почитать. А также обязательно подпишитесь на мой канал в Яндекс.Дзен в случае блокировки YouTube в России. Ссылку оставлю в описании. А с вами был Бариман. Всем добра.